Привет, друзья! Давайте проверим кругозор и начитанность. Вас ждут 10 вопросов на различные темы. На протяжении теста подсчитывайте правильные ответы и результат пишите в комментариях. Желаю вам удачи! Что воздвигали в честь военных побед полководцев в Древнем Риме? В Древнем Риме триумфальные арки возводили в честь великих военных побед императоров-завоевателей. Устанавливали их на въезде в город или главной улице. Сохранившиеся до наших дней и ставшие узнаваемыми триумфальные арки Тита, Септимия Севера, Константина. Символом какого курортного острова является цветок марипоса? Цветок марипоса – символ Кубы. Белизна цветка трактуется как символ чистоты идеалов независимости, а также символ мира. Белый цвет также присутствует на национальном флаге Республики Куба. Какой математический знак указывает на порядок действий? Скобки являются знаком, который сообщает нам нужный порядок выполнения действий. Это правило звучит так: если в выражении есть скобки, то первым делом выполняется действие в них, после чего мы умножаем и делим, а затем складываем и вычитаем по направлению слева направо. От какой империи Россия унаследовала двуглавого орла на гербе? Современный герб Российской Федерации – наследие Римской империи. Двуглавого орла Россия получила в наследство от Византии. Однако истоки этого герба уходят еще глубже в историю. В IV веке орел с двумя головами был личным тотемом римского императора Константина Великого. После того, как он перенес столицу в Константинополь, птица стала официальной эмблемой. Распад Римской империи на западную и восточную начинает византийскую главу в истории двуглавого орла. Почти 1000 лет Византия хранила римский герб, сделав его официальным символом. В XV веке пришло время России получить в наследство двуглавого стража. Свадьба Ивана III и византийской принцессы Софьи Палеолог становится началом русской истории символа. Название какого животного с греческого переводится как «речная лошадь»? Слово «гиппопотам» в переводе с древнегреческого языка означает «речная лошадь». Название животному греки дали не просто так. Во-первых, у гиппопотамов или бегемотов, как их еще называют, есть некоторые внешние схожести с лошадью: небольшие уши острой формы, огромные ноздри и крупные размеры. А во-вторых, они очень много времени проводят в воде, чаще всего в реках. Поэтому, увидев незнакомое животное, греки попытались назвать его так, чтобы было понятно, о ком они говорят. Человек какой специальности изобрел аппарат по созданию сахарной ваты? В 1897 году стоматолог Вильям Моррисон и Джон Вартон изобрели машину для производства сахарной ваты. В оригинале она называлась «хлопковая сладость». С тех пор она стала доступной для большего круга гурманов и постоянно продается в больших количествах. Чем был вызван великий смог в Лондоне, унесший тысячи жизней? В 1952 году на Лондон опустился химический туман, от которого погибло около 12 тысяч человек.
Причиной стало попадание в атмосферу двуокиси серы, что вызвало кислотный дождь, а первопричиной была постоянная топка углем. В лондонский зоопарк в XVIII веке позволялось пройти бесплатно, сделав именно это. В XVIII веке, чтобы попасть в лондонский зоопарк и посмотреть на коллекцию экзотических животных, нужно было заплатить 1,5 пенни. Но если денег при себе не было, можно было пожертвовать кошку или собаку, которые шли на корм львам. С помощью этого муравьи оставляют своим братьям своеобразную маршрутную карту. Для внутрисемейного общения, создания химических меток, муравьи применяют феромоны. Каждый муравей пахнет, прежде всего, своим муравейником. По этим индивидуальным меткам любая особь из данного муравейника может найти как своего собрата, так и свой дом. По метке, оставленной на земле, они могут определить давность следа и состояние муравья. Так что химическая метка, оставленная одним муравьем, поможет отыскать свой дом всем остальным муравьям этой семьи. От чего зависит будущий пол новорожденных черепах? Пол будущих черепах зависит от температуры, в которой находится яйцо в период созревания. При низких температурах из яиц вылупляются самцы, при высоких – самки. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Поделитесь этим видео с друзьями, пусть и они проверят свой кругозор. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик.